Как быть, если муж не хочет развиваться? На самом деле ко мне очень часто приходят женщины, открывают свою душу, свои проблемы рассказывают. И правда, многих женщин беспокоит именно то, что муж спустя годы начинает выглядеть в их глазах таким, знаете, стареющим, усыхающим, не интересующимся жизнью, не стремящимся куда-то. И очень часто именно это становится причиной, почему женщины, жены начинают внутри, да, про себя задумываться о разводе. То есть они видят вот этот образ мужа, который, можно сказать, знаете, прокисает, и начинают думать, а может быть это не тот, а может быть нам лучше развестись. Если это ваш случай, то поздравляю, вы зашли в нужное вам видео. Это видео будет не просто информационным. Я для вас проведу такую маленькую сессию. А на самом деле это видео будет достаточно коротким, но оно может вам заменить часовую сессию с психологом. Ну вот психологи, чьи консультации могут стоить 4-5 тысяч рублей, на своих консультациях проводят часто именно такие разборы. Поэтому вы можете получить сейчас бесплатный глубокий анализ вашей ситуации, который мы вместе с вами сделаем прямо в течение этого небольшого видео. Оставайтесь, если эта тема вам важна. Перед разбором, пожалуйста, подпишитесь. Это канал про отношения. Вы здесь точно найдете еще больше полезного для себя. Поставьте лайк и начинаем. Первое, с чего мы начнем, это с вами вместе признаем, что если женщина, вы, например, да, беспокоится о том, что муж не развивается, что он как будто забуксовал или остановился, или еще хуже деградирует, то значит это что-то негативное, значит что-то неправильно, неверно. Да? Вот если есть такое ощущение проблемы, однозначно в голове у женщины, например, у вас, есть некая установка о том, что мужчина должен быть развивающимся, должен быть стремящимся. То есть прежде чем мы пойдем дальше в разбор, мы должны с вами официально признать факт наличия такой установки в голове женщины, которую это беспокоит. Потому что если бы женщина считала, что мужчина не должен быть обязательно развивающимся, что он может быть просто лежащим в ванне на печи, то тогда бы ее это не беспокоило. Правильно? Согласны? Признали факт? Если да, пишите в комментариях. Да, есть такая установка. Она не плохая, не хорошая, да, то есть мы сейчас не даем этому какой-то оценки, положительной или негативной. Мы просто признаем факт того, что есть такая мысль, глубоко сидящая в подсознании. А мы с вами по жизни опираемся на эти мысли. Опираясь на них, формируется наше какое-то отношение к разным ситуациям. Это очень важно. Следующее, что я предлагаю вам сделать. Прямо сейчас, пожалуйста, подумайте, по каким видимым признакам вы будете замечать, что мужчина, может быть, ваш нынешний муж, или там другой, можно придумать вообще образ идеального мужчины, что он будет противоположностью, да, вот этим положительным примером. По каким конкретным признакам, действиям, словам, что внешне вы заметите, от чего вы почувствуете дальше, что этот мужчина стремящийся, развивающийся. Очень важно сейчас брать какую-то конкретику. Например, если я сейчас фантазирую, да, если я буду видеть моего мужа в костюме и галстуке, уходящим на работу, то для меня этот сигнал, вот это вот то, что зрительно я считаю, да, будет сигналом того, что мой муж развивается, с ним все в порядке. Или если мой муж будет ездить в командировки, то я пойму, что он развивается, я так почувствую. Или если мой муж начнет больше зарабатывать. Или если мой муж будет часто отвечать на звонки по телефону, связанные с работой, я увижу его вовлеченность, занятость. Или, например, мой муж сейчас приходит домой и бубнит после работы о том, как она ему не нравится, какая тяжелая, неинтересная работа. А вот если он начнет приходить домой и рассказывать с воодушевлением, какой проект ему классный дали, тогда я пойму. Я просто накидала вам сейчас варианты. Единого универсального ответа, естественно, нету. Нам с вами сейчас очень важно вытащить из вашего внутреннего мира ощущения
по каким конкретно вы признакам заметите. Применимо именно к тому нынешнему мужчине, в отношениях с которым вы замечаете эту проблему. Можете поставить меня на паузу, если вам нужно времени больше подумать. Если ответы уже есть, да, заметьте их. Можете их выписать на бумажку или в телефон, или просто запомнить, если у вас хорошая память, и вам удобнее просто запоминать. Обратите внимание, что такое вы должны увидеть, чтобы почувствовать, что ситуация в корне другая, теперь все стало классно, он развивается. Следующее, о чем я предлагаю вам сейчас подумать. Вспомните, как было в вашей семье. Какой ваш папа с точки зрения того, а развивался ли он, а достигал ли он, а был ли он целеустремленным. И здесь я попрошу вас раздвоить фокус внимания. Смотрите, как это интересно. Сначала посмотрите на него глазами вашей мамы. Как мама о нем говорила. Что мама говорила? Да твой отец горы свернет, если ему нужно. Или да твой отец любую проблему решит. Да твой папа вечно в работе. Да у него нету времени на семью, например. И тогда из этих фраз, которые я сейчас тоже накидала вот просто наобум как примеры, можно сделать вывод, что я описывала мужчину, который стремится к чему-то, развивается, который работает, достигает чего-то. Или мама говорила, да если бы не я, твой папа вообще бы денег не зарабатывал, всю семью на себе тащу. Или да твоего папу пока не пнешь, он никуда не захочет идти. Да, вот какие-то такие фразы. Вспомните, как мама отзывалась о папе. Посмотрите на папу глазами мамы. Она его видела развивающимся мужчиной, целеустремленным или нет? Нужно время, ставьте на паузу. И если готов ответ в вашей голове, или вы его записали куда-то, идем дальше. А теперь мы же, помните, раздваиваем фокус внимания. А теперь посмотрите на папу своими взрослыми глазами. Когда вы были маленькой девочкой, вы видели папу через призму маминого взгляда. Дети так устроены, что они делают выводы из той информации, которую им накидывают родители очень часто. Потому что дети, это, знаете, как голчата, как воробушки, например, да, в гнезде. Мама принесла еду, ротик открыл, мама закинула, проглотил. Мама сказала про папу какую-то фразу, маленький ребеночек открыл ушки, туда влилась мамой уже обработанная информация, оцененная мамой. Ребенок это принял. А теперь вы же уже взрослая женщина. Попробуйте отделить то, что говорила мама про папу, то, как она его видела, отделить и посмотреть на папу своими нынешними глазами. Если ваш папа был целеустремленный, развивающийся, хотя навряд ли, кстати, вот давайте прям проведем исследование такое в комментариях. Мое наблюдение, моя такая, да, статистика из того, с какими кейсами, случаями я сталкивалась в своей практике со своими клиентами, что обычно, как правило, женщина, которая беспокоится о том, что мужчина не развивается, перестал развиваться, он перестает ей нравиться из-за этого, как правило, ее папа был тем мужчиной, которого мама называла условно там тюфяком, да. Мама видела его как мужика, которого нужно вечно пинать. И девочка дальше вот в таких ситуациях, в таких отношениях оказывается. Если вы девушка, у которой также волнует, что с мужем вот так вот, что он какой-то тюфяк, не развивающийся, да, и с папой было также у мамы, напишите, да, в моем детстве папа казался маме тоже таким же неразвивающимся, и теперь вот меня это беспокоит. Если вы вдруг тот уникальный случай, что папа, наоборот, был таким достигатором, достигающим, а у вас сейчас мужчина, который кажется вам валяющимся на диване, там, на печи Ванькой, напишите. Давайте посмотрим, потом почитаем ответы, посмотрим такую статистику, да, маленькую под этим видео. Но вот ваша задача сейчас посмотреть на папу новым свежим взглядом. Вот вы уже женщина, у вас есть жизненный некий опыт.
опыт своих отношений. У вас есть опыт наблюдать отношения других знакомых. У вас есть опыт смотреть какие-то другие фильмы. В поколение мамы они тоже смотрели что-то, да, кино-то у них было какое-то. Это было другое кино. Сегодня другое кино снимают, сегодня другие истории показывают. Через свой уже жизненный опыт посмотрите трезво на папу. Если он был в глазах мамы тюфяком, а правда ли папа был настолько тюфяк? Вот он прям вообще ничего не достигал. Или, может быть, были какие-то, знаете, сферы жизни, в которых он мог бы быть очень успешным, но он просто не очень верил в себя и не разрешал себе это. Или, может быть, у него был алкоголизм. Признайте, алкоголизм – это болезнь. Да, алкоголизм – это заболевание. Если человек страдает алкоголизмом, он действительно болен алкоголизмом. И было бы не совсем справедливо сравнивать мужчину, который не развивается, но он при этом не алкоголик, с мужчиной, который алкоголик и не развивается. Это два разных случая. Здесь, может быть, кто-то из вас одну такую пленочку отсеет. Да? Посмотрите, неужели у папы вообще нельзя найти ничего, в чем он был целеустремленен? В чем он был целеустремлен? Я сейчас ни в коем случае вас ни к чему не призываю. Может быть, действительно нет. Да? Моя задача сейчас попробовать вам помочь, найти какие-то, увидеть новые детали, чтобы эта новая информация, которая возникнет в вашей голове с помощью такого самоанализа, помогла вам шире увидеть ситуацию, и чтобы появились какие-то инсайты. Следующее, что я предлагаю вам проанализировать. Вспомните, когда вы познакомились с вашим мужем. Что именно больше всего привлекло вас в нем? Вспомните. Что-то одно самое яркое. Что больше всего привлекло? Как вы поняли, что вот именно с этим мужчиной хочу быть? Что это было? А дальше посмотрите, это как-то связано с образом развивающегося мужчины или нет? Ну, например, фантазирую сейчас, женщина может ответить: я познакомилась со своим мужем, у нас был такой страстный секс, что, знаете, мне там было не до мысли о том, развивающийся он, достигающий чего-то или нет. Секс был потрясающий. И тогда мы видим, что связи нет. То есть в этот момент женщина была настолько увлечена другой какой-то ценностью, что вот то, что сейчас было бы ценно, оно просто ушло на задний план. Да? А другая женщина может скажет: вот когда мы познакомились, он занимал какую-то должность, или у него был хороший бизнес, и я видела, что вот он мужчина, который вот прям вот классный такой самец. А прошли годы, и у него стали проблемы с работой или с бизнесом. И теперь он сидит дома и киснет, и все. И тогда мы видим, что связь есть, изменились обстоятельства. Тогда уже было видно, но изменились обстоятельства, стало по-другому. Посмотрите, как у вас, понаблюдайте. И самый главный вопрос: чего вы боитесь? В этой ситуации, как правило, скрывается какой-то страх. Представьте, что ничего не изменится, пофантазируйте. Вот он все так же условно там сидит на диване, не развивается, ничего не происходит, денег больше не зарабатывает, толстеет, например, вреднеет. Что самого страшного тогда произойдет? Именно с вами, не с ним. Что за страх там скрывается? Попробуйте его заметить. А сейчас последний вопрос, который я задаю вам, а дальше дам свои комментарии. Последний мой вопрос к вам. Вот подумав над теми вопросами, что я вам предлагала, что вы чувствуете прямо сейчас? Чувствуете ли вы какое-то разочарование, грусть, какие-то неприятные чувства? Или вы чувствуете интерес, любопытство, такое состояние у вас исследовать? Или у вас есть какое-то удивление? Что за чувство вы прямо сейчас испытываете, когда вы подумали о тех моментах, да, на которые я попросила вас обратить внимание? Что вы чувствуете? Есть ли уже какие-то инсайты? Заметили ли вы какую-то связь
которая оказалась вам важна? Привело ли это к каким-то вас мыслям, самонаблюдениям? Стало ли вам что-то яснее и понятнее про себя? Ну и теперь мой такой небольшой короткий комментарий. Очень часто люди, и мужчины, и женщины, проживают в жизни некие свои личные кризисы. У нас есть кризисы отношений, есть свои личные кризисы. Иногда эти кризисы связаны с возрастом, а иногда нет. И если человек, например, всю жизнь работал на какой-то работе, которая ему была ценна, а потом его вдруг сокращают, увольняют, ситуация, например, в стране меняется, и он остается без привычной ему питательной среды, он может провалиться в свой личный кризис. И кризисы, они длятся иногда годами. И иногда у человека нет сил быстро вылезти из этого. И отношения, знаете, в идеале это такая конструкция, которая существует независимо от того, я сейчас в ресурсе или я в своем личном кризисе. Когда я, например, нужна своему мужу не только здоровая, счастливая, но и когда болею. И он остается со мной рядом. Не только когда у меня все хорошо, но и когда у меня что-то плохо. Не только когда я молодая, красивая, но и когда я седая, например. Понимаете? Просто нам некоторые вещи очень понятны и привычны. Нам кажется, ну, конечно, когда я и он, мы станем бабушками и дедушками, седыми, скрюченными, там, с каким-то палочкой, костылем, да, с которой ходишь. Естественно, мы будем продолжать друг друга любить. Это нормальный этап старения. Вот я хочу сейчас обратить ваше внимание, что проживание личных кризисов, которые иногда затягиваются на года, это тоже нормальный этап жизни. Да, кто-то из кризисов выходит легко и быстро, а кто-то нет. И если ваш муж раньше был более таким деятельным, энергичным, развивающимся, а потом вдруг стал не таким, то заметьте, раз он был когда-то таким, значит, он способен, значит, у него уже есть нужные качества. Значит, он сейчас по каким-то причинам не может. И является ли это поводом, чтобы его бросать? Не знаю, у кого-то, может быть, окажется да, у кого-то нет. Если вы заметите, что ваш мужчина никогда таким не был, но раньше вам почему-то это не мешало, например, быстро поженились, была влюбленность, потом пошли дети, потом бытовые проблемы, и вроде как это не так бросалось в глаза. А сейчас это становится очень видно и не нравится, и раздражает. То здесь полезно заметить, что для вас очень важно видеть рядом с собой мужчину вот такого, развивающегося, которого хочется. Но ваш никогда таким и не был. И тогда, вероятно, и не станет. И тогда, может быть, надо просто признать этот факт, что вы хотите от него того, на что он, может быть, даже и не способен. И тогда это не какое-то временное явление, хотя и временное явление может стать постоянным. Честно посмотреть на ситуацию очень помогает принять правильное решение. Потому что просто долго жить в беспокойстве, в каком-то несогласии, да, во внутреннем противоречии. Я с тобой живу, но мне не нравится, что ты такой. Это очень мучительно. И лучше бы все-таки уметь принимать какие-то решения. Либо принимать ситуацию, да, такой, какая она есть, либо менять ее. Но для того, чтобы прийти в эту точку решения, нужно очень трезво и ясно посмотреть на то, что на самом деле происходит. Я первый раз снимаю такой формат видео, который может заменить консультацию. Это мой такой эксперимент. Ни у кого, кстати, из психологов таких видео я не видела. Мне вот как-то сейчас пришла такая идея в голову. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Я понимаю, что, конечно, это не может быть универсальным и помочь абсолютно каждому, кто это смотрит. У кого-то может быть, наоборот, куча вопросов, типа что-то наговорила и не помогло. Но кого-то действительно это может как за ниточку провести к каким-то важным внутренним осознаниям. Дайте мне обратную связь, пожалуйста. Если помогло, что-то вот пришли какие-то полезные мысли, напишите. Если не помогло и ничего не понятно, или стало еще только хуже, непонятно, например, пожалуйста, тоже напишите, чтобы я знала. Потому что вот сейчас я смотрю в камеру, но представляю вас. И мне очень хочется с вами живого общения и живой обратной связи.
Поставьте лайк, если досмотрели до конца. Пишите в комментариях, приду, все прочитаю, постараюсь всем ответить. И до встречи в следующих видео.